Вчера был убит диктатор Ирана Аятолла Хаменеи вместе с руководством вооруженных сил страны и корпуса стражей исламской революции. Иностранные ВВС, израильские в данном случае, прилетели и вынесли верхушку довольно серьезного политического режима, который угрожал целому региону. 2 месяцев не прошло с тех пор, как оказалось, что можно выкрасть главу государства вертолетом и посадить его в свою тюрьму. Но Венесуэла в ее нынешнем виде государством является лишь номинально. Венесуэла — это failed state, как из учебника. Там все государство разложилось до такого состояния, что организовано хуже, чем приличный наркокартель. До такой степени, что не смогло даже защитить собственного лидера. Иран — совсем другое дело. Сегодня обсудим почему. Сперва напомню, по ссылке в описании мы оставили способы, как обойти российские блокировки. Мы их регулярно тестируем, а спонсирует это дело компания MaxSwap, выпускающая карты, с которыми можно ездить за границу и тратить с них криптовалюту, как обычные деньги. Иран — огромная страна, более 90 миллионов человек, больше Германии. Это страна с большой армией, где огромная власть сосредоточена в руках спецслужб. И корпус стражей исламской революции — это не какие-то там несчастные кубинцы-наемники из охраны Мадуро. Это суперспецслужба с властью, полномочиями, масштабами и вооружениями, как у сталинского МГБ. Иран хорошо вооружен и почти сделал свою ядерную бомбу. Это не та страна, где можно провести просто полицейскую спецоперацию. Это не безобидная страна. К ней стоит относиться всерьез. Убийство руководства в такой стране всегда казалось действием не то что за гранью правил, но за гранью фантастики. Всегда казалось, что с такого рода лидерами можно только договариваться, угрожать, шантажировать. Если уж совсем ничего не выходит, а они продолжают представлять угрозу, с ними можно воевать. Но сам лидер неприкосновенен, по крайней мере до тех пор, пока войну не проиграет полностью, пока не окажется в руках противника. И даже тогда такого лидера, как в случае с Саддамом Хусейном, например, скорее дадут судить его же бывшим подданным. Они его повесят, но не американцы. Короче говоря, было общее правило, которое соблюдалось плюс-минус всегда и всеми. Нужно сначала перестать быть главой государства, а потом уже можно стать легитимной мишенью для расправы. И главный вопрос здесь, который кажется очень наивным и даже детским, а собственно говоря, а почему? Почему один человек или небольшая группа людей, влекомые своим персональным сумасшествием, могут годами или десятилетиями даже портить жизнь миллионам или десяткам миллионов других людей, еще и представляя угрозу для соседей? Почему идея сковырнуть такого лидера, который убивает своих людей, убивает соседей, должна быть обязательно связана со многими тысячами жертв большой войны? Зачем идти к президентскому дворцу по окопам, если можно прямо на него бомбу скинуть? Или прислать беспилотник? Или спецназ? Почему вообще существует дихотомия? Либо мы договариваемся с упырем, либо воюем с ним. Мы ж не сносим танками город, если там завелась банда. Мы ликвидируем банду, начиная с главарей. Так что ж мешает точно так же поступать с сумасшедшими режимами и их лидерами? Они что, не люди из плоти и крови? Сейчас вдруг оказалось, что режим, с которым не могли совладать почти полвека, можно полностью обезглавить за полминуты, и ничего страшного не произойдет. Земля не налетит на небесную ось. Это открытие меняет многое. Мы даже пока не представляем, в каких масштабах. Потому что привлекательность этого вывода невозможно переоценить. Если кровавый диктатор не главный босс в игре, к которому можно продраться только через сотни тысяч трупов, если это просто живой человек, который легко может перестать быть живым, так в чем тогда вообще проблема? Фанатичная верхушка Ирана была готова пожертвовать всем на свете, жить в нищете и под санкциями, лишь бы угрожать Израилю и Штатам. Слишком много проблем в мире происходит не из-за каких-то рациональных причин, объясняемых реальным общественным запросом, а просто потому, что кто-то хочет творить кровавые глупости. А теперь вот стало ясно, что желающих творить такие глупости можно просто ликвидировать. Уже понятно, что мы въехали в новую эпоху. В эпоху, где человечество осознало, что любые зафиксированные правила, ограничения, договоренности не способны никого остановить. Что будет, если похитить главу государства и посадить его в свою тюрьму? Что будет, если захерачить ракетами всю правящую верхушку целого политического режима или вторгнуться войсками туда, куда тебе в голову придет?
а ничего не будет. Каскад умолчаний, на которых строился мир, то нельзя, это неправильно, вот так незаконно, разрушен. Разрушать его начал не Трамп, а Путин. Но Россия не задает мировую норму, а США задают. Теперь норма эта звучит так: можно все, что в твоих силах. Это важно было проговорить, прежде чем перейти к обсуждению непосредственно иранского режима. Да, его ни секунды не жаль. Уж кто заслуживает стать безымянными останками на дне воронки от взрыва, так это Аятолла и его присные. Режим этот держит в заложниках более 90 миллионов человек. Они буквально только-только убили десятки тысяч протестующих. С удовольствием проводят публичные казни, финансируют и снабжают всех на свете людоедов, лишь бы те убивали евреев. Они, наконец, оказали неоценимую помощь Путину в терроре Украины. Без шахедов эта война выглядела бы вообще иначе. Сотни мирных людей были бы живы, миллионы не замерзали бы в своих домах. Без дронов камикадзе, только с дорогими ракетами, Путин не смог бы в таких масштабах уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. Закатать правящую верхушку в асфальт, построить сверху парковку и позволить гражданам Ирана там парковаться и нормально жить, богатеть и развиваться – это то, что морально абсолютно оправдано. Но те правила и умолчания, на которых мир стоял до начала 20-х, все-таки не от скуки придумали. Их создали люди, которым довелось увидеть горящие руины, покрывающие чуть ли не полмира. И они решили, что с правом сильного человечество просто истребит себя как вид. Что нам нужны самоограничения. Сейчас эти ограничения забыты. Всем предложено попробовать свои силы. Из этого вытекает несколько следствий, довольно неоднозначных. Потому что основанный на правилах мир имел свои издержки. Мир, в котором сильные не применяли силу, сделал нашу планету безопасной не только для хороших ребят. В этой комфортной и питательной среде размножились не только полезные лактобактерии. Кишечная палочка и сальмонелла тоже чувствовали себя превосходно. Поговорим об этом после небольшой рекламы дальше. Иммиграция в США – тема, в которой легко потеряться. Но одно можно сказать точно – лотерея и политическое убежище далеко не самые надежные способы для переезда в США в 2026 году. Самые надежные – это визы талантов EB-1, EB-2 и O1. С ними работает команда M&M Document, которая поможет вам получить грин-карту, то есть вид на жительство в США, на всю семью без работодателя, инвестиций за срок от 12 месяцев. Вы сможете получить паспорт уже через 5 лет после получения грин-карты. При этом для одобрения виз таланта не нужно сверхдостижений вроде Оскара. Достаточно доказать наличие опыта и продемонстрировать реальные достижения в вашей сфере. Перечень подходящих профессий куда шире, чем принято думать. И важнее всего тут грамотно подготовить петицию и выстроить нарратив, который докажет иммиграционному офицеру вашу профессиональную ценность для штатов. M&M Document возьмет весь этот процесс на себя. Компания базируется в Нью-Йорке и за 4 года помогла 2500 людей переехать и легализоваться в Соединенных Штатах. M&M смогут сопроводить ваш кейс пиар-активностями, чтобы публикации о вас увеличили ваши шансы. Специалисты компании грамотно оформят документы, доведут вашу петицию до одобрения, а затем и до грин-карт. Сейчас компания предлагает бесплатную консультацию, на которой для вас разработают индивидуальный стратегический план. Если визы таланта вам не подходят, не проблема. M&M Document предлагает полный спектр миграционных услуг. Например, поможет получить студенческую визу F1, которая позволит вам сохранить легальный статус в США, пока M&M готовит вашу петицию на визу таланта. Оставьте заявку на бесплатную консультацию по ссылке в описании. С вами свяжутся, подробно расскажут, как все устроено, и важно понимать, клиенты M&M не только миллионеры. Компания предлагает рассрочку, и к тому же сейчас действует скидка 25% по промокоду КАЦ, только до 31 марта. Успейте ее получить, ссылка в описании. Продолжим. Всю историю человечества очень мощным двигателем и для прогресса, и для политических реформ являлось давление естественного отбора. Уровень организации армии и производства вооружений напрямую зависел от уровня развития государства и общества. Научно-технический прогресс требует большого количества образованных людей. Нужна система образования, а образованные люди начнут требовать прав и политического представительства. Для массового производства вооружений нужны капиталистические отношения.
индивидуальный кузнец не наделает тебе нарезных винтовок, а значит неизбежно разрушается традиционное общество, размываются границы сословий. Пулемет начинается не с добычи руды, а с парламента. Он может возникнуть только на достаточно высоком уровне развития науки, техники и промышленности. И этот уровень достичь невозможно, удерживая народ в скотском, невежественном, отсталом состоянии во имя сохранения абсолютной власти. Если ты отсталый, если у тебя до сих пор феодальная армия, естественное хозяйствование, крепостное право, если ты избегаешь реформ любой ценой, понимая, что с ними потеряешь власть, тогда лишь вопрос времени, когда за тобой кто-нибудь придет. И феодальное твое ополчение ничего не сможет противопоставить дисциплинированной регулярной армии, вооруженной нарезными винтовками. Нет сомнений, что великие реформы Александра II родились из катастрофического поражения в Крымской войне. Оказалось, что прежняя система управления, хозяйствования, политического и экономического устройства привела к тому, что страна отстала на десятки лет. Русский деревянный флот мог лишь своими затопленными корпусами закрыть вход в бухту для стальных британских пароходов. Дарвинизм в чистом виде. Не отращиваешь себе прогресс, политический и технологический, становишься добычей тех, кто эту эволюционную адаптацию приобрел. Мир наш, без завоевательных войн, такое давление отбора полностью сломал. В этом мире можно быть Кубой. Ни в какой прежний момент человеческой истории кубинский режим династии Кастро не смог бы сохранить суверенитет. Ровно в тот день, когда протекторат Советского Союза исчез вместе с самим Союзом, пришли бы американцы и забрали в себе этот красивый остров. Абсолютное большинство самых жутких режимов на планете объединяет простое обстоятельство: защитить себя они не могут. В любую другую эпоху человечества они бы стали чьими-нибудь колониями. Никто бы не стал терпеть, что Бердымухамедов, такой красивый, сидит себе на огромном баллоне газа в Туркменистане. Раньше страну бы у него забрали немедленно, позволив в самом лучшем случае быть чьим-то губернатором. То же касается Ирана, Северной Кореи, любых режимов, которые в ситуации беспрецедентного мирового благополучия не просто выжили, но стали проблемой для всех. Никто в прежней эпохе не стал бы торговаться и умолять династию Кимов не разрабатывать ядерное оружие. Давать им за это деньги, еду и топливо. Режим в Северной Корее закончился бы куда раньше, чем открыл бы для себя ядерную энергию. Беспрецедентное спокойствие в мире разорвало связь между эффективностью стран и выживанием. Можно удерживать власть в сколь угодно отсталой стране, и никто не придет по твою душу. А теперь же оказалось, что придет. Причем хорошая новость в том, что львиная доля мировой силы находится сейчас в руках самых развитых демократических стран. Да, на стороне мрачных режимов, таких как наш, есть уникальная возможность убивать своих граждан в почти неограниченном количестве. Но это поможет только в том случае, если с таким режимом кто-то будет воевать классическую войну, в которой способность класть сколько угодно народу, как мы знаем, это аргумент уж точно не менее, а скорее даже более серьезный, чем наличие высокоточного оружия, спутников, беспилотников, разведки и прочих средств ведения современной войны. Если же богатый, сильный и технологичный решит не заниматься фронтовой войной, а просто убьет прицельно верховных лидеров, устранит опухоль без вреда для организма, то это на самом деле возвращает тот самый естественный отбор, что был прежде. Если ты создал такой чудесный режим, что израильская разведка всегда стоит у тебя за спиной, если все понимают, что режим твой народу настолько осточертел, что они будут только счастливы и вздохнуть с облегчением, когда иностранная бомба прилетит по твоему дворцу, если это так, то у тебя большие проблемы. В мире, где США с Израилем сами себе разрешили похищать и убивать диктаторов, задолбавших свой народ, за которых абсолютно точно никто не вступится и которые правят чистым насилием, в таком мире становится очень опасно быть подобным диктатором. Да, армию, скорее всего, присылать никто не будет, по причинам, которые мы 100 раз называли. В современной войне нет ни побед, ни победителей. Но это и не нужно. Провальный режим на то и провальный, что его спецслужбы могут лишь убивать безоружных протестующих. Его народная поддержка держится на страхе. Когда же кто-то приходит за вождем, защищать его оказывается некому, и все граждане как минимум не против его устранения. Никто, конечно, не будет присоединять Иран к США или Израилю. В этом смысле общественный прогресс никуда не откатился.
Но оказалось, что захват для гибели провального режима и не нужен. Потому что режим завязан на крошечную верхушку, на одного или нескольких вождей, с которыми, имея технологическое преимущество, довольно легко разобраться. Мы не возвращаемся в мир, где могут приплыть колонизаторы, если ты слишком слабый и неразвитый. Но мы входим в новый мир, и если твой режим всем надоел, проблема решается не войной, а бомбой. Или дроном, или вертолетом. Без разницы чем, главное, что спецслужбы твои все прощелкают, а граждане скажут атакующим спасибо. До завтра.